Почему выгорание – это не лень? Представьте себе утро, вы открываете глаза, вы проспали положенные 8 часов. В комнате вашей привычная обстановка, но вы чувствуете, что не можете встать. Это не та приятная лень, когда хочется еще 5 минут полежать в тепле. Это нежелание вставать, потому что само движение кажется непосильной задачей. Вы начинаете уговаривать себя. Вы вспоминаете про кофе или про важную встречу, про ответственность перед другими. Днем раньше эти аргументы работали безотказно. Они были тем самым топливом, которое заставляло ваш двигатель каждое утро заводиться. Но сегодня почему-то происходит тишина. Вы нажимаете на педаль газа, но двигатель не ревет, не заводится. В баке пусто. И это не та пустота, которую можно заполнить выходными. Это пустота, которая кажется окончательной. Окружающие могут называть это ленью. Они могут говорить: просто соберись, просто начни делать, и аппетит придет у тебя во время еды. Они могут приводить в пример свой успех и свою продуктивность. Но внутри вы знаете, это что-то другое. Лень – это когда у вас есть энергия, но вы не хотите ее тратить на скучное дело. А выгорание – это когда у вас нет энергии даже на то, что вы любите. Почему система ваша дает такой сбой? Почему ваш разум продолжает требовать результата, а тело объявляет забастовку? И где та грань, за которой обычно усталость превращается в разрушение вашей личности? В этом видео мы разберем механику выгорания. Мы пойдем в ту точку, где вы перестали быть хозяином своей энергии и стали ее заложником. И поймем, почему выгорание – это самый честный ответ вашего организма на условия, в которых вы сейчас заставляли его жить. Давайте посмотрим на то, как устроено выгорание изнутри. Представьте электрическую сеть дома. Если вы одновременно включите обогреватель, чайник, стиральную машину, утюг, то эта сеть вашего дома, она ее не выдержит. Провода начнут перегреваться, и чтобы дом не сгорел, в щитке выбьет пробки. Да, свет погаснет. Система отключится сама, чтобы спасти структуру. Выгорание – это именно такой предохранитель. Это автоматическое отключение всех энергозатратных функций вашего организма. Первым отключается интерес, потом эмпатия, потом ваша воля и, наконец, физическая активность. Вам кажется, что вы стали ленивым, но лень – это выбор, а выгорание – это отсутствие выбора. При лени вы можете быстро мобилизоваться, если возникает острая необходимость или какой-нибудь яркий стимул, а при выгорании стимулы просто не работают. Даже страх потери работы или какая-нибудь перспектива огромной прибыли не вызывают вашего внутреннего отклика, потому что система безопасности вашего организма заблокировала доступ к этим ресурсам. Почему это произошло? Потому что вы слишком долго жили в режиме кредита. Вы брали энергию своего завтрашнего дня, чтобы закрыть задачи сегодняшнего дня. Вы игнорировали сигналы усталости. Вы подавляли свои раздражения. Вы заставляли себя улыбаться, когда хотелось просто кричать. Выгорание – это не результат того, что вы много работали. Это результат того, что вы работали вопреки себе. Это накопленное предательство собственных потребностей. Вот вы замечали, как меняется ваше отношение к людям в этом состоянии. Коллеги вас начинают раздражать самим фактом своего присутствия, существования. Близкие кажутся источником какого-то лишнего шума. Любая просьба воспринимается как нападение. Это цинизм выгорания. Ваша психика экономит последние крохи энергии, отключая все, что требует сопереживания. Вы не стали плохим человеком, вы просто стали человеком, у которого нет ресурса на человечность. О чем на самом деле говорит выгорание? Это момент истины. Это крах вашей иллюзии о том, что вы можете бесконечно управлять своим состоянием с помощью вашей воли. Вот мы привыкли верить, что разум – это хозяин, а тело – это просто инструмент. Но если разум скажет «надо», тело должно подчиниться. Оно возвращает вас к вашей биологической реальности. Оно говорит: ты не функция, ты живая система, и у этой системы есть пределы какие-то. Знаете, самое болезненное выгорание – это потеря смысла. Вы смотрите на свои прошлые достижения и не чувствуете никакой гордости. Вы смотрите в будущее и не видите там ничего, кроме новой порции усилий и усталости. Это происходит потому, что смысл требует энергии. Чтобы верить в цель, нужно чувствовать огонь внутри себя. Но когда пробки выбиты,
огня не будет. Остается только серость, бесконечность и вопросы «а зачем?». Многие пытаются лечить выгорание сменой каких-либо декораций, отпуском на море, новые хобби или даже сменой своей работы. Но выгорание – это не проблема места, это проблема способа, которым вы присутствуете в этом мире. Если вы вернетесь из отпуска и начинаете использовать те же самые методы давления на себя, выгорание вернется через неделю, потому что вы не поменяли настройки системы. Вы не научились слышать момент, когда провода начинают греться и перегреваться. Зрелость наблюдателя начинается там, где вы признаете: «Я не могу больше так функционировать». Это не поражение, это акт вашей честности. Признать свое бессилие перед собственным истощением. И тогда будет первый шаг к восстановлению. Выгорание лечится не действием, оно лечится отказом от действий. Полным, глубоким и, что самое сложное, бессрочным. Потому что вы не знаете, сколько времени нужно вашей системе внутренней и нервной, чтобы снова включить эти предохранители и запустить все эти процессы в нормальное русло. Когда человек оказывается в эпицентре выгорания, он попадает в странное пространство. Он попадает в пространство абсолютной тишины желаний. Вот раньше вы что-то хотели, раньше вы к чему-то стремились, а теперь ничего не хочется. Это состояние пугает больше, чем сама усталость. Происходит какая-то апатия на все. Знаете, вам начинает казаться, что вы навсегда остались таким пустым, холодным, безразличным. Вы боитесь, что радость больше никогда не вернется, что вы сломались окончательно. Вы смотрите на мир, где все куда-то бегут, и чувствуете себя пришельцем, как с другой планеты. Вы застряли в точке ничего. А что, если это ничего, это не конец? Что, если это необходимая пауза перед тем, как внутри начнет рождаться что-то по-настоящему ваше, новое? Не то, что надо, а то, что действительно хочет жить. Что делать, когда ничего не хочется? Как выдержать эту пустоту, не пытаясь немедленно заполнить ее новой суетой? И можно ли вообще вернуться к жизни, если вы потеряли к ней интерес, вкус к ней? Давайте дальше пойдем в это состояние. Давайте разберем механику апатии. Поймем, как себя вести в точке абсолютного нуля. И почему именно здесь, в тишине, отсутствие желаний, формируется ваша новая внутренняя опора. А мы продолжим изучать то, как работает наша внутренняя механика, чтобы вы могли не просто выживать, а действительно присутствовать в каждом своем дне. А сейчас, как обычно, напишите в комментариях, был ли в вашей жизни момент, когда пробки выбило окончательно. Одним словом, что у вас происходило? Тьма, пустота, там какая-нибудь тишина. Зафиксируйте это. И как всегда, дальше мы пойдем еще глубже. Оставайтесь со мной, друзья. До встречи!